Всем большой привет, меня зовут Татьяна, и сегодня у нас с вами обещанный мастер-класс по вот такой шапке с двойным отворотом. В предыдущем видео я подробно рассказала про модель, про другой вариант, показала вам еще другой вариант шапки, который у меня был связан, про пряжу. Сегодня так коротенечко пробежимся по характеристикам. Рекомендую зайти на предыдущее видео, также посмотреть, чтобы больше было понятно, какую конкретно шапку мы вяжем. А сейчас давайте к технической стороне приступим. Давайте так сейчас сразу по размерам. Значит, размер отворота у меня 23 сантиметра, ну где-то около 23. Он немножко пляшет в зависимости от того, как вот растянуть. Ну где-то 23. Но здесь у нас такая модель, что вы можете сами регулировать длину отворота, как вам захочется. Длина части с лицевой гладью у меня 15,5 сантиметров. У нас шапка вяжется в две стороны. Сначала мы набираем на бросовую нить петли, вяжем лицевую часть, макушку, закрываем. А дальше возвращаемся сюда и вяжем уже наш отворот. И это позволяет нам делать его, по сути, такой длины, какой мы хотим. В лицевой глади плотность у меня получилась 23 петли на 33 ряда. Шапка где-то рассчитана на обхват головы 55-57 сантиметров. Она сидит плотно, именно так, как я и задумала эту модель. Я предполагаю, что эта пряжа в процессе еще чуть-чуть подрастянется. Кстати, да, скажу, что ширина здесь где-то около 20 сантиметров, 20,5. Здесь достаточно специфическая макушка, и пересчитывать ее, не очень удобно. Поэтому, если нужно варьировать размерами, то я бы тогда посоветовала поиграться с толщиной спиц и пряжами. Если, например, вам нужно поменьше, берем пряжу потоньше. Например, как я уже говорила, можно взять пряжу Фанси Ангора, либо можно взять какой-то кашемирчик, он тоньше. Тот же кашемир Кардив, он тоньше немного, чем як. И связать его на спице, например, 3. Номер 3, и шапка будет, так существенно меньше. Единственную длину тогда уже тоже измеряйте, потому что тогда высота здесь, количество рядов, которые описаны у меня, здесь уже не совпадут. Тут уже под себя мерить. Если вы хотите шапку пообъемнее, то можно либо взять пряжу пообъемнее, либо если с этой же пряжей, то тогда пряжа позволяет взять спицы чуть побольше. Я вязала на спицах номер 3,5, можно взять 3,75, 4. После стирки пряжа раскрывается. Даже на четверке, если мы ее свяжем, оно все равно будет достаточно плотно. Поэтому можно связать несколько разных образцов, посмотреть на плотность и уже решить, как вам больше нравится. Вот такие начальные рекомендации. Теперь давайте уже приступим к самому вязанию. Для работы я буду использовать пряжу от Lang Yarns, як называется. Очень мягкая, приятная пряжа. В составе здесь 70% мериноса и 30% яка. После ВТО як хорошо распушается, практически становится на ощупь как кашемир, но даже в мотке он уже очень приятный. Здесь у нас 50 грамм, 120 метров. Я буду вязать это на спицах 3,5. Производитель советует спицы 4,5-5, но так как мы вяжем шапку, нам надо, чтобы было поплотнее, я возьму спицы 3,5. Я люблю вязать шапки способом Magic Loop, поэтому я всегда вяжу на длинной леске. То есть у меня здесь спицы с леской где-то 100 сантиметров вместе получаются. Плюс к этому нам понадобятся цветные маркеры, игла, чтобы сшить макушку, счетчик рядов, если вы пользуетесь, ножницы, стандартно, и крючок, если вы любите набирать петли крючком. Я покажу, как я набираю петли крючком, а вы уже по ходу сами решите, набирать вам, как я показываю, или вы можете делать любым удобным вам способом. Забыла сказать, что нам еще понадобится нить другого оттенка. Мы сейчас будем делать на нее наборный ряд, а потом впоследствии нам нужно будет ее распустить. Я буду набирать с помощью крючка. Если кто-то не знает этот способ, рекомендую посмотреть. Очень удобный. Я люблю этот способ. Я почти все время сейчас набираю на спицы практически всегда с помощью крючка, если это не какой-то там итальянский набор. Вот таким образом набрасываем на крючок нашу первую петельку. Берем спицу
И нам нужно сделать так, чтобы наша основная рабочая нить была за спицей. Мы захватываем крючком рабочую нить и протягиваем через нашу петлю. Делаем достаточно свободно, лучше не затягивать. У нас остается одна петля на спице и одна петля на крючке. Таким образом мы будем делать все время. Дальше нужно нашу рабочую нить снова перекинуть за спицу. И снова мы подхватываем рабочую нить и протягиваем через петлю на крючке. Вот мы таким образом уже набрали 2. Повторяюсь, вы можете набирать любым способом. Этот способ просто мне очень нравится. Вот так вот каждый раз перекидываем рабочую нить за спицу и протягиваем крючком. Этот способ хорош тем, что нам, по сути, не нужно контролировать, какой длины отмотать нам хвостик. Набор петель у нас происходит всегда от рабочей нити. И таким образом, с помощью крючка, нам нужно набрать 96 петель. Набираем ровно 96 без дополнительной петли для замыкания в круг, так как у нас бросовая нить, и нам не нужно ее замыкать, нам все равно нужно будет ее распускать. Таким образом, я набрала уже 95 петель, то есть вот у меня уже здесь идут все набранные мои петельки. 95 петель. И 96-я у меня находится на крючке. Я ее, нить вот эту убираю, эту петлю просто переснимаю на спицу. Подтягиваем. Все. Теперь у нас ровно 96 петель. Нашу нить можно уже отрезать. Берем нить основного цвета, так хвостик подлиннее оставьте. Я вот так захватываю 2 хвостика, чтобы не уехала никуда. И начинаем провязывать лицевые петли. Я вяжу петли классические. Сейчас тут первая петля немножко тяжеловато. Вот. У меня моя бросовая нить немножко толще, чем основная, но это как бы наоборот хорошо. Провязываем целый ряд лицевыми петлями. Я провязала первый ряд лицевыми, и сейчас мы будем замыкать наше вязание в круг. Наша рабочая нить находится на правой спице. Здесь наши лицевые, то есть мы никуда не уходим с лицевой стороны и продолжим вязать дальше. Так как я вяжу Magic Loop'ом, я вот здесь вот сделала небольшой хвостик. В принципе, эту часть можно вязать и на спицах 40 сантиметров, если вам удобно, но мы достаточно быстро будем переходить к убавкам макушки, поэтому я не люблю так в процессе часто менять лески, поэтому я все вяжу на одной леске. Как раз в этом моменте главное, чтобы наше вязание не было перекрученным, чтобы везде у нас была лицевая сторона. Я вас немножко приблизила, чтобы дальше было лучше видно. Ставим маркер начала ряда и дальше продолжаем вязать лицевыми. У нас закончился первый ряд, и сейчас мы вяжем второй. Тут вот можно немножко подтянуть. Так дальше лицевыми и вяжем до конца круга уже в данном случае. Таких рядов нам нужно до первых убавок провязать 20. Вот первый мы уже провязали, то есть нам еще осталось 19. Всего провязываем 20 рядов просто по кругу лицевыми. Ну что, я провязала уже 20 рядов лицевыми по кругу. У нас получается вот такая лицевая гладь. И будем с вами приступать к убавкам. Убавки здесь идут как бы по бокам шапки и достаточно долго.
такая вытянутая макушка у нас будет. Я уже расставила маркеры, так, чтобы мне было удобнее ориентироваться, где именно я буду делать убавки. Сейчас я вам отдельно покажу схему, потому что здесь крутятся края и не совсем видно, в каких местах у меня стоят маркеры. Вот я нарисовала схему отдельно. Вот условно здесь у нас находится маркер начала ряда. Вяжем мы в эту сторону, влево. От маркера начала ряда отсчитываем 19 петель, ставим маркер. Дальше еще 10 петель, маркер. Дальше 38 петель, маркер. 10 петель, маркер. И от последнего маркера до маркера начала ряда у нас должно остаться 19 петель. На начальном этапе внутри вот этих вот 10 петель, вот этих и вот этих, убавления мы делать не будем. У нас убавки будут только внутри вот этой части и вот этой части, то есть по краям. Здесь и здесь. Я покажу сейчас это все попетельно. В какой-то определенный момент пойдут убавки и здесь, но до этого мы еще с вами дойдем. Отсчет рядов я продолжаю, то есть мы провязали 20 рядов и сейчас вяжем 21. Так как я вяжу Magic Loop'ом, то я подготавливаю спицы для этого. Вот этот зеленый, это у меня маркер начала ряда, я тут немножко уже провязала, ну, чтобы не потерять маркер. И вот дальше у меня идут, я на боковинку ставлю маркеры одного цвета, то есть вот между ними 10 петель, и здесь с этой стороны также маркеры одного цвета, между ними тоже 10 петель. Вот здесь 38 с одной стороны и 38 с другой. Ну и соответственно между маркером начала ряда и боковыми маркерами по 19. Там на схеме, я надеюсь, понятно. Продолжаем вязать наш 21 ряд лицевыми по кругу. И вяжем, не доходя 2 петель до первого бокового маркера. Вот у меня осталось 2 петли. Вот наши боковые маркеры, где у нас 10 петель, вот здесь 2 петли. Так как я вяжу классическими лицевыми, то у меня петли стоят в нужную мне сторону, мне не нужно ничего переворачивать. И я сейчас сделаю убавку с наклоном вправо. Я захватываю 2 петли одновременно за переднюю стенку и просто провязываю их дальше лицевой. Вот, мы сделали убавку. Перекидываем маркер и дальше провязываем наши 10 петель, ничего не меняя. Дальше я перекидываю маркер и здесь я буду убавлять 2 следующие петли. Здесь я буду делать точно такую же убавку с наклоном вправо. Я решила не делать разный наклон. Я несколько раз уже вязала эту шапку, и визуально в полотне мне нравится, когда убавки в одну и ту же в правую сторону. То есть точно так же вот эти 2 петли я захватываю за переднюю стенку и провязываю лицевой. Вот. Дальше я провязываю остальные петли до следующих боковых маркеров, не доходя опять же 2 петель. Вот у нас снова 2 следующих маркера, между ними 10 петель. И по аналогии мы снова убавляем 2 петли с наклоном вправо, захватывая за переднюю стенку. Ничего сложного в этих убавлениях нет. Они таким образом, я буду делать все убавки в этой шапке. Провязали 10 петель между нашими боковыми маркерами. И следующие 2 петли убавляем. Далее вяжем до конца круга, то есть до маркера начала ряда.
Я обычно еще чуть-чуть дальше захожу за маркер начала ряда, чтобы у меня он не терялся. Еще раз напоминаю, делаем убавочки по краям наших маркеров, то есть снаружи. Внутри 10 петель пока остаются нетронутыми. То же самое с этой стороны. Та же самая история. И все время делаем убавку с наклоном вправо. Далее 22 и 23 ряд нам нужно просто провязать лицевыми по кругу, без всяких убавок. И сейчас я вам покажу схему, по которой дальше мы делаем убавки. То есть, соответственно, 22 и 23 мы вяжем лицевыми по кругу. И далее в 24 ряду делаем точно такие же убавки, как мы делали в 21, то есть по той же схеме, с наклоном вправо по краям наших боковых маркеров. В 25-26 рядах у нас идут лицевые по кругу без убавок, в 27 делаем такие же убавки. 28-29 ряды также лицевыми по кругу без убавок, в 30 ряду убавки у нас идут. 31-32 лицевыми по кругу без всяких убавлений. В 33 ряду убавляем. 34-35 опять лицевые по кругу. В 36 убавляем. 37-38 лицевые по кругу. Снова же без всяких убавлений. В 39 ряду делаем наши 4 убавочки. 40-41 вяжем снова лицевыми по кругу, и в 42 делаем наши убавления. 43-44 ряд снова вяжем лицевыми по кругу, и в 45 ряду делаем последний ряд по схеме убавок, как мы делали в 21 ряду. Мы остановились с вами на 45 ряду, в котором мы сделали убавки. Я провязала 45 ряд. Вот у меня уже вырисовываются контуры шапки. Зелененький маркер — это у меня начало ряда. Так как у меня уже здесь мало петель по кругу, то я перешла на полноценный Magic Loop. То есть у меня петелька с двух сторон в начале ряда и в середине. После 45 ряда, в котором мы делали убавки, нам нужно провязать еще один 46 полностью по кругу лицевыми. Я его уже провязала. То есть после 45 ряда мы вяжем только один круг лицевыми. У меня он провязан, и сейчас мы с вами будем вязать 47 ряд. Этот ряд отличается тем, что у нас вот где наша неизменная десяточка была, нам нужно будет здесь, плюс к тем петлям, которые мы уже закрывали по бокам 10 петель, сейчас нам нужно будет закрыть еще 2 средние. То есть вот у нас 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5. С одной стороны отсчитываем. И 1, 2, 3, 4, 5 с другой. И вот эти 2 средние петли нам нужно будет закрыть здесь и, соответственно, со второй стороны. Провязываем лицевые, не доходя 2 последних петель перед маркером нашим первым. И далее провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Перекидываем маркер. Сейчас будем вязать наши боковые петли. Вяжем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Далее у нас идут 2 центральные. Вот их мы и провязываем вместе точно так же, как все остальные. За переднюю стенку. И у нас еще осталось 4 лицевые до маркера. 1, 2, 3, 4. После маркера опять не забываем сделать убавку. И далее вяжем уже до следующих боковых маркеров, не довязывая, соответственно, 2 петель. 2 петли перед маркером провязываем вместе. Дальше у нас идет 10 лицевых, соответственно, точно так же провязываем 4. 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой за переднюю стеночку.
с наклоном вправо, да? И еще 4. 1, 2, 3, 4. И снова 2 вместе после маркера. И далее до конца ряда. Получается, что теперь между боковыми маркерами у нас не 10, а 9 петель, так как мы одну убавили. Это мы провязали 47 ряд. 48 ряд следующий, 1, мы провязываем полностью по кругу лицевыми. Я провязала 48 ряд, и сейчас мы будем вязать 49. Я уже начала его вязать, вот у меня маркер начала ряда. Дошла до первой убавочки. В этом ряду убавки будут идти похожим образом, но здесь, получается, у нас она будет не совсем по центру. Давайте сейчас покажу. Делаем обычную нашу убавку перед маркером. Далее вот здесь вот мы смотрим, у нас была вот наша предыдущая убавка, четко над ней нам нужно сделать нашу новую убавку, то есть вот эти 2 петли. Получается, мы провязываем 3 лицевые. 1, 2, 3. Следующие 2 петли, вот наша убавка, я не знаю, видно ли это. Мы дальше следующие 2 петли провязываем вместе. И у нас получается уже такой, как клин убавочный. Он дальше так и будет идти. Мы будем стараться придерживаться рисунка. Осталось 4 петли до маркера, их провязываем. 1, 2, 3, 4. И после маркера тоже не забываем делать убавочку. Далее вяжем лицевые до следующего маркера, не довязывая 2 петель. Все как обычно. Дошла до следующих маркеров. Перед первым маркером делаем убавку. И по аналогии 3 лицевых. 1, 2, 3. Далее снова над предыдущей убавкой делаем нашу новую убавочку. Нам останется провязать 4 лицевых до маркера. 2, 3, 4. Перекинули маркер и не забываем сделать после маркера еще одну убавку. Теперь между боковыми маркерами у нас 8 петель. И далее вяжем до конца круга. Получается, это у нас был 49 ряд с убавками. И следующий 50 мы вяжем снова просто лицевыми покругами. Также 1 ряд. Я почти довязала до конца 50 ряд, который у нас просто лицевыми петлями мы провязывали. Сейчас пока отложу и покажу вам такую страшную на первый взгляд схему. На самом деле здесь все просто. Мне хотелось как-то показать наглядно, каким образом мы будем делать в следующем 51 ряду убавления. Сейчас объясню, что значит мои художества. У нас сейчас на спицах 48 петель. Вот это наши маркеры боковые. Это вот здесь обозначен маркер начала ряда. Точечками я обозначила все петли. Естественно, там, где маркер, там петель нет. Это он стоит между петлями. Вот этот знак обозначает, что вот эти 2 петли мы провязываем вместе. То есть в этом ряду мы будем провязывать вместе 2 петли как бы через одну, но не везде. Нам нужно будет придерживаться рисунка, который у нас выстроился убавками предыдущих рядов. Еще раз повторюсь, вот эти значки указывают на петли, которые нужно провязать вместе. Так как это у нас маркер начала ряда, вяжем мы в эту сторону, влево, то сразу же 2 петли у нас идут вместе. Я сейчас вместе с вами провяжу этот ряд. Здесь есть несколько моментов, на которые надо обратить внимание. То есть где-то у нас не совсем так логично будут идти
убавки, но мы сейчас это все вместе с вами провяжем. Я советую заскринить эту схему, по ней очень легко будет вязать. Так, вот у меня маркер начала ряда, я его перекидываю. И по схеме первые 2 петли нам нужно провязать вместе лицевой. Далее 1 петля просто лицевая. Смотрите, у нас до первого маркера осталось 5 петель, из них мы провязываем, можно подглядывать на схему, 2 вместе, потом 1 лицевая и снова 2 вместе. То есть мы продолжаем наш вот этот рисунок, который здесь у нас выстроился. Так, 2 вместе, 1 лицевая просто и снова 2 вместе. Перекидываем маркер. Дальше не забываем, что у нас вот здесь тоже идет линия убавок, поэтому здесь у нас по схеме также это указано. Получается, мы провязываем просто 2 лицевые. Да. 1, 2. А 3-ю и 4-ю провязываем вместе лицевой. Вот наш рисунок продолжается. Дальше у нас осталось 4 петли, из них 2 средние мы будем провязывать вместе. То есть получается, после нашей вот этой убавки 1 лицевая просто, далее 2 вместе и 1 лицевая просто. После этого идет все как обычно, убавка после маркера. Продолжаем наш рисунок. Так, теперь главное следить по схеме, чтобы не запутаться. 1 лицевая после убавки. Далее 2 вместе. 1 лицевая, 2 вместе. Так, мы сделали после боковых маркеров 3 убавки. 1, 2, 3, еще 1 лицевая. До следующих боковых маркеров у нас осталось 7 петель. И здесь вот надо обратить внимание на схему, у нас будет 2 убавки подряд. Получается, мы вяжем 1 убавку и сразу же 2 убавку. Вот так. У нас остается 3 петли, провязываем 1 лицевую и нашу привычную убавку перед маркером. Между боковыми маркерами аналогично, как мы в прошлый раз делали, 2 лицевые, на схеме также это указано. И продолжаем наш рисуночек, 2 вместе. Вот. Дальше 1 лицевая, 2 вместе, 1 лицевая. Дальше сразу же после маркера не забываем провязать 2 вместе. И тут уже просто через 1. 1, 2 вместе, 1, 2 вместе. То есть лицевая, 2 вместе, лицевая и в самом конце 2 последние петли круга, 2 вместе. Закончили первый круг наших сложных убавок. Мы уже перешли к самому практически концу макушки. На спицах у нас должно остаться 32 петли. Далее следующие 2 ряда, 52 и 53, нам нужно провязать просто лицевыми по кругу, чтобы сгладить немножко наши убавочки. И потом будет еще один сложный ряд убавок. Провязала я 2 ряда лицевыми, и сейчас мы приступаем к 54 ряду. Снова покажу вам схему. Эта схема попроще, но тоже тут есть свои нюансы. На спицах 32 петли, вот у нас маркер начала ряда. И здесь почти все время мы делаем 2 петли вместе через 1,
кроме вот здесь вот в середине у нас будет снова в одном месте 2 подряд убавочки. Перед и после маркера начала ряда тоже вместе. Ну, то есть оно получается симметрично. Вот здесь и здесь. И все остальное. То есть у нас полностью симметричные получаются убавки. Также можете себе заскринить эту схему. Вот у меня маркер начала ряда. Первые 2 петли провязываем вместе лицевой. Далее у нас идет 1 лицевая и 2 вместе. Все по рисунку. Да, забыла еще сказать, там обратите внимание на схеме, что по бокам тоже 2 рядом идут убавки. То есть получается мы сейчас вяжем 1 лицевую, потом 2 подряд убавки и снова 1 лицевую. Там на схеме это есть, я забыла обратить на это тоже внимание. Значит, вяжем лицевую, продолжаем наши убавки, убавка. И далее, видите, у нас вот здесь вот появилась, я надеюсь, это видно, еще одна линия убавок, и мы ее тоже продолжаем. Вот у нас 1 линия, вторая, 2 убавки подряд. И в конце 1 лицевая. Маркер. После маркера 2 вместе лицевые. Далее просто лицевую провязываем. И далее 2 вместе лицевыми. Следующие 2 лицевые также должны быть провязаны вместе. У меня здесь вот на спице 1 петля, я ее вытяну, чтобы мне можно было бы ее провязать. Вот видите, 5 петель, 2 вместе, 1, 2 вместе. Две вместе, 1 лицевая и далее привычные 2 вместе перед маркером. Далее снова у нас будет лицевая, 2 убавки подряд, лицевая, лицевая, далее 2 вместе и еще раз 2 вместе. Так как это наша боковинка, мы вяжем ее аналогично той боковинке предыдущей. 1 лицевая в конце. Маркер. Дальше 2 вместе. 1 лицевая. И 2 вместе. Вот он наш маркер начала ряда. Мы с вами провязали 54 ряд. Следующий 55 ряд нужно провязать полностью лицевыми петлями, но последнюю петлю перед маркером начала ряда не довязываем. Я уже в конце 55 ряда провязала лицевые, но не довязала 1 петлю до маркера начала ряда. И на самом деле в этом ряду мы уже можем снимать маркеры. Я его сниму сразу, чтобы он мне не мешал. В этом ряду, начиная с этого момента, то есть это у нас получается уже 56 ряд, но вот у нас 1 петля, которая еще с 55-го осталась не провязанная. Мы будем провязывать все петли вместе подряд, каждые 2 петли. То есть вот начиная с этой не провязанной петли и следующая петля 56 ряда, мы их провязываем вместе. Далее у нас, видите, идут 2 петли перед маркером. Мы их тоже провязываем вместе. Тут уже в конце, конечно, тяжеловато вязать, так что если не совсем красиво на камеру выглядит, я извиняюсь. Этот маркер можно снять. 4 петли вот у нас дальше идут, мы по 2 провязываем вместе. Раз. Видите, у нас продолжается наш рисунок. И 2. Маркер снимаем. Следующие 2 петли вместе. Так, эту я протяну сюда, на эту сторону. Так, вот у нас до маркера идут 4 петли, и снова же по 2 провязываем вместе. Раз, провязали вместе, и еще 2 вместе.
Снова 4 петли и снова по 2 вместе. Раз. Два. И вот у нас до конца ряда осталось 2 петли. Тут это 3-я петля, это была та, которую мы уже начинали провязывать. То есть нам осталось привязать еще 2. Все, наш ряд закончен. Вот эту я, чтобы не путаться. Так, я тут так спешила вам показать макушку, что у меня немного погнулась леска. Ну, ладно. Хочу показать, что у нас тут получается. У нас осталось 10 петель после провязывания всего. Вот такая макушка получилась. И мы сейчас эти петли просто будем стягивать иглой. Нам нужна сейчас трикотажная игла. Оставляем от нашей макушки, ну, такой вот средненький хвостик. Сантиметров 20 можно обрезать. Хочу показать, сколько у меня осталось пряжи. Тут достаточно еще, ну, наверное, четверть мотка, может меньше. Очень экономичная получается макушка, и я это вяжу, естественно, уже в отворот. На каждой спице у меня получилось по 5 петель. Стягиваем макушку, переснимаем петли со спицы на иглу. Можно так немножко каждую петельку подтягивать. Не страшно, если они даже будут длинноватые, мы потом в конце это подправим. Я затягиваю. Вот у нас последняя петля, она немножко получилась длинноватая, и мы можем ее расправить. Вот наша макушка. Вот так выглядит. Можно еще вот так пройтись по всем петлям. Ну или по половине петель. И дальше можно спрятать иглу вовнутрь. Ну и уже дальше выворачиваете наизнанку и прячем нить вот здесь вот, можно по убавкам, по линиям убавок. Тут кому как удобно. Вот такая макушка у нас получается с этой стороны и с этой стороны. Получается, мы с вами связали только верхнюю часть шапки, и скоро приступим к вязанию отворота. Подключаюсь к вам на процессе снятия дополнительной нити, на которую мы набирали наши петли. Я здесь уже в самом конце. Просто хочу показать, как удобно вот этот вот набор крючком можно распустить. Главное начинать с того конца, где у нас был вот этот вот беленький кончик вот нашей основной нити. Он был вместе с черной нитью. Сейчас он уже немножко сдвинулся, но вначале был один конец черной нити, и на втором конце была белая и черная вместе. Вот с этого конца и надо начинать распускать. Таким образом я просто, по сути, распускаю нашу нить. Все. Так, вот этот можно достать, вот этот кончик.
Тут, чтобы не было дырочки, мы сейчас сделаем перекрестие. Если вы заметили, распускала я как бы со стороны изнанки, так удобнее, а сейчас переверну на лицевую и уже буду вязать лицевой. Я поменяла леску у спиц на короткую, потому что сейчас мы будем вязать просто отворот, поэтому здесь удобно уже короткой. Проверяем, чтобы у нас здесь все совпадало, чтобы не появлялось каких-то лишних петель. Можно петли пересчитать. Я уже пересчитала, у меня получилось 96. И теперь мы будем вязать резинкой 2 на 2, 2 лицевые, 2 изнаночные, так попеременно, наш отворот. Я сначала вяжу остаток от моего первого мотка. Вот что у меня осталось, я уже показывала. Мы можем сразу поставить маркер, чтобы нам было видно. В самом начале я просто так вот приставлю нашу рабочую нить и начинаю вязать. И начинаю я с 2 лицевых. Далее 2 изнаночные. Я вяжу классические, но тут не критично. Тут можно вязать, как вам удобно, как вы привыкли вязать резинку. 2 лицевые, 2 изнаночные и так до конца круга. Провязываю 2 последние петли, это у меня будет 2 изнаночные. Я провязала до конца круга. Теперь у нас такая тут как дырочка. Берем конец от рабочей нити, которую мы присоединили, и закладываем ее наверх, как бы так натягиваем. Нужно сильнее подтянуть. И провязываем дальше. Вот у нас здесь 2 нити. Я, как правило, провязываю еще несколько рядов, а потом их просто в узелок связываю. Не связываю сразу, потому что бывает оно потом там разбалтывается. Лучше чуть попозже это связать. И здесь тогда у нас вот в месте соединения не будет никаких дырочек. Далее продолжаем вязать по кругу наш отворот. Здесь уже никаких убавок нет, просто вяжем нашу резиночку 2 на 2. После того, как мы отвяжем какую-то определенную длину нашей резинки, нам будет удобно примерить на себе, как мы хотим, чтобы выглядела шапка. Это будет один отворот, либо это будет двойной отворот, тут уже смотрите сами. У меня есть еще один моток пряжи, и я буду стараться, если не полностью его вывязать, но сделать такой хороший объемный двойной отворот, а вы уже смотрите сами по своему усмотрению. Возвращаясь к вам спустя какое-то время, я уже провязала 80 рядов резинки 2 на 2. Вот она сейчас очень сильно так скукоживается, но после стирки, после ВТО у нас все будет хорошо. Эта пряжа хорошо пружинит, так как здесь в составе 70% мериноса. Она будет хорошо держать форму. Я уже перешла к закрытию петель, но перед этим хочу сказать, что я так в процессе вязания проверяла, что если, например, вы хотите с одним отворотом вязать, то получается где-то 50-55 рядов. Так, плюс-минус. Все это немного индивидуально, но по моим ощущениям, где-то около 55 рядов будет нормально на шапку с одним отворотом. После 80 рядов у меня вот осталось совсем чуть-чуть. Я практически хотела вывязать всю пряжу. Наверное, на один ряд бы мне тут еще хватило, но уже я немножко подстраховалась и решила чуть заранее начать закрывать петли. Я, в принципе, померила этих 80 рядов, мне на двойной отворот вполне хватает. Чуть ближе покажу. Вот пряжа очень хорошо пружинит, поэтому я закрываю самым обычным способом. Это просто когда мы провязываем наши петли по рисунку и предыдущую петлю накидываем на только что провязанную. То есть, если у меня лицевая петля, то я лицевую и провязываю, и дальше на нее накидываю предыдущую. Если у меня по рисунку идет изнаночная, то, соответственно, я провязываю изнаночную и потом накидываю предыдущую. Ну и так далее. Это очень простой способ закрытия петель. Я думаю, все его знают. Некоторые любят это делать с помощью крючка. Тут кому как
как больше нравится. Мне лень доставать крючок, я всегда делаю спицами. Тут главное сильно не затягивать петли, чтобы не перетянуть. И если у вас пряжа, например, не из мериноса, а какой-то пушистик, ну, например, ангора или пух норки, то вот так она пружинить не будет. И, скорее всего, будет стянутый край при таком закрытии. Есть, например, альтернатива, можно добавлять накиды. Так как у меня двойной отворот, то мне, в принципе, не важно, где у меня лицевая, где изнаночная сторона, потому что эта часть, она уйдет внутрь, ее видно не будет. Давайте так представим, что я сейчас вяжу шапку с одним отворотом, то есть мы, допустим, вот так я буду ее выворачивать, и вот здесь как будто у меня будет лицевая, да? То есть нам надо, чтобы вот при закрытии петель у нас была вся красота с этой стороны. Как мы поступаем? Мы будем при закрытии наших петель добавлять накиды, но не на каждую петлю, потому что с лицевыми петлями это выглядит не очень красиво. Так как у нас лицевая сторона, мы уже определились, будет с этой стороны, то там, где у нас идут изнаночные петли, нам нужно, чтобы были накиды, а с той стороны, где лицевые петли, мы будем просто провязывать. Переворачиваем на эту сторону, то есть все меняется. Я не знаю, надеюсь, понятно. Сейчас покажу. Лицевые мы здесь провязываем с накидом, а сзади они у нас станут изнаночными. Смотрите, делаем накид, провязываем лицевую петлю. Далее мы на провязанную только что петлю забрасываем сначала накид, а потом предыдущую петлю. То есть у нас такой двойной наброс получается. Снова делаем накид, лицевая, и накид набрасываем и набрасываем потом предыдущую петлю. Далее мы провязываем изнаночную петлю без накидов, без всяких, и закрываем простым способом. Раз и тоже два. Вот так это выглядит с нашей стороны. Видите, вот они, наши накиды здесь видны. И если бы это была наша лицевая сторона, это было бы не очень красиво. Но так как мы делаем отворот на обратную сторону, то здесь все хорошо. Вот видите, наши накиды, они идут здесь по изнаночной стороне. Здесь по лицевой, а здесь по изнаночной. Их не видно. А тут все хорошо, здесь ничего нет. Давайте еще провяжем. Набрасываем накид и петлю. Еще раз накид. Раз. Два. Изнаночный делаем без накида. Из-за накидов вот здесь вот эта часть у нас получше тянется. То есть тут это не очень сильно видно из-за того, что у нас в целом наша пряжа пружинит. Но когда вы будете закрывать полностью все петли таким способом, это будет заметно. То есть будет эластичный край. Можно, конечно, провязывать все петли с накидом. Это вообще будет 100% эластичный край. Но визуально это будет, как бы такое. А тут мы с вами переворачиваем, и все у нас хорошо, красиво. Еще я чуть-чуть провязала, и вот видите, вот теперь вот хорошо видно, что у нас этот край очень эластичный получился, он не будет стянут. Ну и вот так это выглядит с лицевой стороны. Визуально мне больше нравится, как выглядит обычное закрытие. Если пряжа позволяет делать его, то лучше делать его. Это как-то симпатичнее. Но если очень нужно, то можно добавить накиды. Так, ну что, я закончила свое закрытие обычное. Вот у меня осталась одна петля. Я убираю спицы и беру тоненький крючок. И теперь нам надо как-то сделать красивое соединение, чтобы не было ступеньки. В принципе, это я уже как-то показывала, как делаются в других своих видео такие соединения. Ну, здесь, может, кто-то не видел, покажу. Я вытягиваю немного нить и обрезаю ее. Здесь иногда затягивается, надо немножко раскрыть вот эту петлю, самую первую, чтобы вот здесь вот не было длинной перемычки.
Так, вот мы ее раскрыли. И теперь нам нужно сделать имитацию петли. Находим вот эту нашу последнюю петлю. И через нее протягиваем нить через 2 дужки. Теперь находим последнюю петлю с правой стороны и серединку ее. И нить нам нужно протянуть в середину. У нас получилась имитация петли. Мы тоже сильно не затягиваем. И теперь мы можем вот наш хвостик спрятать здесь, в этих лицевых. И все. И у нас получается не видно ничего. Все будет красиво. После этого нам останется провести ВТО шапки, и я сейчас ее постираю, высушу и вернусь к вам, покажу, что у меня получилось в итоге. Возвращаюсь вам после того, как моя шапка уже высохла, я ее постирала. Вот так у меня все красиво разровнялось. Посмотрите, как красиво сейчас выглядит резиночка. Мы теперь можем уже сложить нашу шапку в отворот, проверить. Я ее уже примеряла, все отлично сидит по голове, так как я и хотела. На этом буду свой мастер-класс заканчивать. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно вяжите шапки, отмечайте меня в соцсетях и будем вместе радоваться нашим красивым изделиям. Всего хорошего, пока, до новых встреч!